Всем привет! Меня зовут Юра Волков, я шеф-кондитер, и вы у меня на кухне ресторана «Мозаик», где мы с вами готовим. Сегодня мы готовим не сладкое, сегодня мы готовим сыр халуми. Не обращайте внимания на этот бардак и завал, который сзади меня, у нас кипит работа, и просто вы застали меня в самый такой рабочий момент. Итак, мы готовим сыр, и для приготовления этого сыра нужно всего два ингредиента. Первый ингредиент – это коровье молоко, желательно не пастеризованное. Это не пастеризованное коровье молоко, здесь его 10 литров. Как мы ездили на ферму к молочнику, здесь есть ссылочка, можете пройти, посмотреть. И второй ингредиент – это сычужный фермент. Он был сухим, я его растворил в воде. Вот. Здесь у нас полграмма сычужного телячьего фермента. И что же такое сычужный фермент? Сычужный фермент – это фермент, который находится в желудках телят, служит для того, чтобы молоко, которое попало теленку в рот, да, от мамы, чтобы оно не как жидкость быстренько всосалось, а оно превращается в сгусток. Сгусток чем-то похожий на панакоту. То есть он такой, как желешка, мягкая желешка. И вот уже этот сгусток желудок теленка может перерабатывать, переваривать уже как полноценную пищу, а не как просто жидкое молоко. Я, конечно, на 100% не уверен, но на 99% уверен, что у грудных детей человеческих тоже есть этот фермент в их желудках, когда они питаются молоком. Но такого фермента вряд ли можно найти на рынке сыроделия. Вряд ли людей выращивают для такого фермента, а вот телячий фермент запросто. Вот что такое фермент сычужный, друзья мои. Как же делать сыр? Я вам сейчас рассказываю. Все очень просто. Первым делом мы нагреваем молоко. Молоко мы с вами нагреваем до 32-35 градусов. Вот видите, у меня 32 градуса молоко. То есть 32, потихонечку растет до 35 градусов. Дальше, когда мы его нагрели, спокойненько нагрели, не на полной мощности, а медленно, но и равномерно, мы берем сычужный фермент, который мы развели в воде, и поливаем вот так вот хорошенечко, если он не полностью растворился. Вот, выливаем сюда, все, вылили, берем шумовочку и аккуратненько перемешиваем. Перемешиваем, чтобы сычужный фермент разошелся во всем молоке. И теперь мы оставляем это молоко под крышечкой примерно минут на 40 для формирования сгустка. Через 40 минут мы с вами вернемся и посмотрим, как там наш сгусток. Если он хорош, вы увидите, как он должен выглядеть. Если он еще не хорош, вы увидите, как он выглядеть не должен. В общем, вернемся через 40 минут. Итак, у нас прошло 35 минут. Давайте смотреть наш сыр. Но это еще пока не сыр. Это еще пока сгусток. Вот видите, образовался. Как проверяем его? Показываем. Берем аккуратненько ножичком и проверяем, как он отделяется. Видите, отходит нож без кусочков сыра. Это значит что? Это значит, что наш сгусток сформирован. Теперь мы должны его нарезать. Нарезать на примерно 1,5 сантиметра с 2 сантиметра размера кубиков. Смотрите как. Берем, погружаем сюда нож и нарезаем до самого конца. Вот так. Пахнет коровами. Сыр пахнет коровами. Потому что натуральное молоко, не пастеризованное. Порезали вот так, смотрим, да, теперь видите, какой он у нас. Так порезали. И теперь режем поперек. Все, мы нарезали наш сгусток. Что мы делаем дальше? Дальше мы ставим все это на плиту.
Включаем самый минимальный нагрев, самый минимум. И теперь следим, нам нужна температура 38 градусов. Но мы не будем просто стоять и ждать эту температуру. Мы будем наш сыр перемешивать. Перемешивая, мы измельчаем сырное зерно. Тем самым, когда у нас будет сыр прессоваться в формах, он будет более однородным. Вот, мы его греем, никуда не торопимся. Весь процесс перемешивания и прогревания сыра до 38 градусов должен занимать примерно 15-20 минут. И не нужно активно перемешивать, мы слишком сильно измельчим сыр, и он будет слишком плотный, да, то есть здесь должна быть, как и всегда, что? Правильно, мера. Все должно быть в меру. Вот, контролируем температуру, перемешиваем сыр. Вот таким вот образом. До 38 градусов, ну, рассчитывайте, чтобы у вас на это ушло не меньше 15 минут. Прошли наши 15 минут, пока мы перемешивали наш сыр и грели его. Все, здесь 38 градусов. Вот получилось такой сгусток. Теперь нам его нужно перебазировать в наши формы. Как это делать? Все очень просто. Берем и выкладываем. Если формочек нет, то можете использовать дуршлаг. Он тоже прекрасно подойдет. Выложили мы весь сыр. Вот, пожалуйста, в 2 формочки. Сейчас мы его оставляем прессоваться на 1 час. За это время, через полчаса, мы его 1 раз должны перевернуть, чтобы он начал прессоваться еще и в обратную сторону. Как раз через полчаса у нас большая часть сыворотки стечет, и мы из нее сделаем еще сыр рикотта. А уже та сыворотка, которая останется, мы ее пустим на дальнейшее приготовление сыра. Вот, через полчасика вернемся, покажу вам, как нужно что переворачивать, что заворачивать. Прошло полчаса, и пришло время перевернуть наш сыр. Можете посмотреть, помните, да, у нас была полная формочка, вот он спрессовался, из него еще вытекло чуть-чуть сыворотки. Теперь мы его переворачиваем. Как мы его переворачиваем? Смотрим, все очень просто. Берем наш сыр и переворачиваем. С этими формами легко, с этой будет чуть-чуть повеселее. Мы его берем, переворачиваем. И теперь нам нужно его аккуратно убрать обратно в форму. Все. И таким образом еще полчасика для того, чтобы сыр еще лучше спрессовался, и можем продолжать работать с ним. Итак, нагрелась наша сыворотка. Вот видите, обильное пароотделение. У меня, к сожалению, сварился в ней термометр, поэтому я не знаю точную температуру, но могу сказать, что здесь где-то от 85 до 90 градусов. Я смотрю по обильному паровыделению. И теперь нам нужно вот в эту горячую сыворотку поместить наш сыр, который час прессовался. Мы его берем, вот наш сыр. На дно кастрюли я положил тарелку, чтобы он у меня не соприкасался с дном. И теперь я его отправляю сюда плавать. 1 и 2. Главное, чтобы они там не мешались друг другу. Вот, опускаем температуру, чтобы больше оно у нас не нагревалось. Чтобы поддерживалась температура 85-95 градусов, примерно минут 40, мы узнаем, что сыр готов, когда он всплывет и будет плавать на поверхности. Все, вернемся к всплывшему уже сыру. Итак, прошло наше время, вот наш сырочек уже, видите, вплавает. Давайте его вылавливать. И ставим его
на поддон, чтобы он стекал. О, чтобы стекал наш сыр. О, скорее, оп. Все, наш сыр халуми готов. Но мы ему дадим еще времени, чтобы он остыл, отстоялся. И до завтра мы его уберем в холодильник, а завтра мы его с вами будем резать, жарить, смотреть, как он выглядит жареный, радоваться, какой он вкусный. И, в общем, все в этом духе. Можно не жарить, можно так есть, но я бы советовал ему дать остыть и пожарить его уже остывшим. Так будет гораздо вкуснее. Вот. Не забываем про лайки, подписываемся на канал, колокольчик и все остальное. Не забывайте, друзья мои, и до скорых встреч. Всем пока!